Привет, спортсмены! Вы на канале Все в Эндуро, и мы сейчас находимся на регистрации гонки Red Bull Romanix. Наконец-таки это случилось. Да, друзья, 2021 год, мы здесь. For Russia, hello Russia. Hello. Everyone in Russia good. Hello. What's up? Bike. Husqvarna, KTM Yes. and GasGas. Yes. Perfect GasGas. Альфредо Гомес, Билли Болт, Грэм Джарвис. Те самые мотоциклы Уэйн Янга и Марио Романа. Еще одно открытие Red Bull Romanix 2021 года. Это участие Пола Тарреса на мотоцикле Yamaha Tenere 700. Друзья, компания Бета, вот она наша беточка. Красная пожарная машина, кстати, это бета 2022 года. Порядка 550 участников заявилось на Романек. Давайте сейчас поговорим про наших. 36 человек от России приехало и прилетело всяческими возможными методами страшными, добралась наконец-таки до столицы мирового хард-эндуро Сибио, и они здесь. Ребята, ну давайте начнем с обзора паддока. И первый, кого хочется показывать, рассказывать, это наши парни. Первых, кого мы встретили, это вот они, настоящие тигры. Самый амбициозный проект 2021 года. Никто не верил, что они вообще сюда доберутся. Давайте-ка поприветствуем их, компания Avantis. Если вы так будете ехать, как сейчас приветствуете друг друга, то лучше не выезжайте. Давайте еще разок. Компания Avantis. Вот это тигры приехали. Кто это? Что это за люди? Мы познакомим вас чуть-чуть попозже. Расскажем про них, покажем, поговорим, кто что ожидает. Я хочу напомнить, что гонка Red Bull Romanix давным-давно стала золотым стандартом проведения абсолютно всех гонок. На этой гонке встречается весь свет. Весь мир, который хоть как-то ездит в хард-эндуро, он на этой гонке. Приезжают все. Да, это давным-давно стала коммерческой гонкой, которая так или иначе все-таки уже больше про деньги. Но когда ты видишь, вон там стоит Альфредо Гомес, вот тут вот Грэм Джарвис, кстати, регистрация проходит именно в таком ключе, что все здесь. То есть нет такого понятия, вы VIP-персоны и регистрируем, нету. Все потихонечку здесь подходят, проходит регистрация, и это, конечно, очень круто. Это сближает и людей, это сближает и индустрию, это дает возможность всем разговаривать на одном языке, на языке хард-эндуро. Belgium. Бельгия! Belgium. I'm from? Holland? Yeah. Стивен Барлс. Я хочу вам напомнить, что Мануэль Леттенбихер мы с нашей командой Все в Эндуро проделали огромный путь для того, чтобы оказаться здесь, сейчас, в это время, в это непростое время. И огромное спасибо хотим сказать парням из Украины, это Украина Эндуро Клаб, которые помогли и сделали нам приглашение, чтобы мы проехали через эту прекрасную страну. Конечно же, там у нас будет небольшая, маленькая история, как мы сюда добирались, потому что мы заезжали и на Хессу, мы где только не были. В общем, ребята, давайте сейчас поддержим, поставим лайк, напишем свои комментарии, что вы ожидаете. Мы хотим делать небольшие репортажи каждый день, для того, чтобы вы могли участвовать как бы немножко с нами. Спасибо, что смотрите. Мы начинаем. Друзья, сейчас мы находимся в паддоке, в паддоке, можно, наверное, и так сказать. Мы будем показывать, рассказывать про всех участников. Подойдем абсолютно ко всем участникам Red Bull Romanix 2021. И сейчас мы находимся в
паддоке наших парней. Наконец-таки они добрались. Это компания Avantis. Здесь же через несколько часов приедет Изюм. И вообще от России, ты знал, не знал, 36 человек. Конечно, 36. Мы уже даже кого-то встретили на регистрацию, ребят из Offroad People. Да, а зарегистрировалось 50. Остальные, кто не поехал, были веские причины. Светлана Баранова, первая женщина-космонавт в России, эндурист, которая приехала выступать за Россию в профессиональном соревновании Red Bull Romanix. Ну, пожелаем ей удачи, да. Я думаю, Света сможет, она молодец. Каждый год Red Bull Romanix до 2020 года, 2020, сегодня 21-й, 21-й. Да. В 2020 году он был очень сокращен из-за вот этих ковид-мер. Но перед этим годом они имели определенные названия. И каждый Red Bull Romanix назывался с определенной историей. Значит, и вот в этом году будет история под названием Mad Madness. Это переводится на русский как «грязные» или «безумные горы», что-то такое. Безумные горы. Это уже страшно звучит, в особенности, когда ты стоишь рядом с парнями из Авантиса. Вы наверняка, знаете, эти четырехтактные моторы могут и не выдержать вот эти вот безумные горы. Там безумность в том, что впервые будет проведен этап, когда тебе нельзя будет добраться снова в лагерь, а нужно будет уехать в горы и ночевать там, в горах, одному, без технической поддержки. Нельзя даже поменять резину или вообще там что-то менять, какие-то запчасти в мотоцикле, только своими руками, своими силами обслужить и поехать дальше. Ночевка только в палатках, поэтому в обязательном у нас списке есть спальные мешки, палатки и так далее. Все для ночлега. Очень много хайпа на эту тему разводят те люди, которые по какой-то причине сюда не попали, или по той, которые как бы здесь были. Ну, в общем, история вот в том, что гонка как бы коммерческая, все приезжают за медалями, что это все это такое себе фигня. Ребята, давайте так. Это Red Bull Romaniac. Это гонка мечты, это действительно этап в вашей жизни, это то, к чему ты приходишь, и то, что нельзя выполнить наскоком. Да, они разбили сейчас классы, и их сейчас 5. Значит, и самый простой класс, в нем участвуют наши парни, по-моему, если не ошибаюсь, там поедет Рома Курбатов. Да. Но я хочу вам сказать за Рому Курбатова, потому что тоже разводит на эту тему определенный негатив. То, что якобы он ездить не умеет. Ребята, мы катались с этим человеком, и точно мы можем вам сказать, что он молодец, он очень сильно подтянулся, как только поставил себе эту задачу. Поэтому вы лучше поддержите наших русских парней. Что же вы вот это вот все говно-то по вентилятору раскидываете? Мне часто пишут, что, пожалуйста, сфотографируй, пришли мне фотографию, когда увидишь, как Рома плачет в лесу на треке Романьяка. Но я вам хочу сказать, что я видел Рому в бою на треках Геленджика, и там точно, абсолютно трек не для слабонервных, нужна подготовка, и он там достаточно уверенно ехал, поэтому я думаю, что он здесь справится без проблем. 550-580 участников со всего мира. Люди приезжают от Африки до Сахалина. Все хотят участвовать в этом соревновании не просто так. Здесь едут и топовые спортсмены в классе Gold, куда, кстати, вписался и Михаил Гаврилов, за что ему, конечно же, Респект, да, и уважение, молодец. Да, давайте сейчас перейдем и посмотрим с вами, что здесь вообще происходит и какие здесь интересные люди приехали и на каких мотоциклах. Пашка показывает и рассказывает про мотоциклы, дает свое резюме, ну а я общаюсь с ребятами. Поехали. Вот в таком грузовичке ездит компания Husqvarna Hard Enduro World Champions. Вот, посмотрите, как это круто все-таки выглядит, друзья. Смотрите, какие у них чемоданы. Как настоящих рок-звезд, знаете, как будто Металлика какая-то сюда приехала. И это, конечно, очень круто. Ладно, давайте зайдем. Так, здрасте. Моторекс у них тут везде. Короче, нам разрешили поснимать в Husqvarna. Смотрите, друзья, мы сейчас находимся, давайте полазим у них по инструментам. Вот так здесь, буквально через, может быть, час-полтора, может быть, 2, здесь окажется Альфредо Гомес, Билли Болт, Грэм Джарвис. Попросили не снимать их мотоциклы, но мы можем это понять, потому что все-таки это действительно отдельная тема. А мы просто сейчас посмотрим, как у них что тут устроено, где у них какие инструменты, как что. Смотри, видите, вон на грипсы намотка,
всякие инструментики. Блин, как же это круто. Слушайте, вот это вот за это я и люблю вот это вот все. За то, что вот так можно взять и пройти. Смотрите, очечки у него, чтобы готовиться. Штангель, циркуль, там всякие эти самые подставочки. И везде, кстати, инструмент везде бета, видишь? Интересно, что бы это могло значить. Так, смотрите, здесь это Билли Болт. Смотрите, друзья, парни, посмотрите. У Билли Болта по техническому заданию New Special CPI 04. Смотрите, что-то добавили, что-то убрали. Болт, да. И его механик указан. Короче, у каждого стенда есть свое техническое задание. В торговом центре Формула X представлены уникальные бренды. Это Husqvarna, KTM, огромное количество китайской мототехники и, конечно же, невероятное, просто огромнейшее количество экипировки и вот этой всей мототематики. И специально для того, чтобы каждый, кто приехал в торговый центр Формула X, мог найти себе мототехнику и экипировку по карману. Парни, 4 этажа и 5 футбольных полей. Именно такая площадь, чтобы вы себе представляли, этого невероятного уникального объекта ТЦ Формула X. Контакты оставляю внизу, а вам огромное спасибо за то, что посмотрели эту маленькую, но очень полезную для нас рекламу. Это мотоцикл Летибихера, да? Да. Вот мы, короче, испалили мотик Летти. Круто. О, парни, смотрите, мочалочка вот здесь вот. Это, кстати, такой интересный лайфхак. Идите, посмотрите, пацаны, вот на это. Значит, мотик явно готов к бою. И выглядит, конечно, все это очень круто. Потому что вот эта вот штука дает сюда возможность засунуть гель. Вот это вот, чтобы не убить, значит, собственно, мотоцикл. Да, вот он, конвалв. Так оно и есть, действительно. И смотрите, стоит Акрапович. И вот так вот аккуратненько, красиво. Не ключами там сумасшедшими, а они вот это все собирают. Смотри, как у них устроено здесь все. А главное, смотри, покрытие. Видишь, как здесь сделано покрытие? Они, когда приезжают на гонку или еще куда-то, они всегда сделают вот такую историю. Да, карбоновые защиты очень нарядные. Посмотри, как выглядит. Они прям вообще космические, конечно. Но сделано немножко как-то похабненько. Но видно, что мотик крутой. Yeah, bike, my Trainings bike. My training. А view? Yeah, no problem. Wow, what else? Only stock. Only stock, everything stock. Now we got Raptor titanium foot pegs, then we got a service skip plate, hinge and clutch, Akrapovic exhaust, Michelin tires. Michelin. Yeah, Michelin tires. Convalve in front, the Explorer Pro in the back, and Maybe tuning engine. engine is different, yeah. Okay. It's different, so Okay. nice, working good. The good brakes from Brembo. And, yeah, nice bike. А пойдемте залезем к нему. Вот как Летти ездит. Смотрите, у него тут куча коробок и ни хрена. Вон ботиночки новые Соломон у него там лежат. Что у него еще тут есть? Пожрать есть что-нибудь? Нету, видимо. Ладно, пойдемте дальше. В общем, это была палатка Летти Бихера. Видимо, там палатка Тедди Блазузик. Эй, спортсмены, смотрите, какая у меня крутая майка. Мы выпустили юбилейные майки Red Bull Romaniac 2021. И если вы хотите приобрести себе точно такую же, без проблем. Оставляем вам телефон внизу, стоит 2300 рублей. Тем самым вы поддержите канал Все в Эндуро. Поможете нам заработать на небольшие аккумуляторы, возможно, даже на новую камеру накопим вместе. Короче, майка. Всего 100 штук выпущено. Red Bull Romaniac, Все в Эндуро. Лучший YouTube канал. Мы надеемся на это. По крайней мере, мы для этого очень много работаем. Спасибо, парни. Давай так. Знаешь, мечты не сбываются. Знаю, как много, долго. Мы, конечно же, с тобой поговорим. Это не на эту камеру, а более официально. Ты всю эту расскажешь историю. Но вот сейчас мне прям вот так вот сходу с полей дай обратную связь. Сколько нерв ты потратил, чтобы вот эту всю, вот этих всех детей, школоту вот эту притащить сюда? Ведь каждый с характером, каждый боец, каждый что-то вот свое вставляет. Слушай, Кирюх,
Во-первых, мы же с декабря месяца, вот как только зарегистрировались, начали тренироваться и начали, ну, можно сказать, организованно уже двигаться в рамках командной вот этой вот всей вот истории. Вот. Те люди, которые не захотели быть организованными, они, соответственно, сюда не приехали. Да? Все ребята, все дружные, абсолютно все. Никто из них не конкурент друг другу, все они едут на результат, на один единственный. И, соответственно, мы все делаем, ну, сплоченно все делаем. Ну, как бы под моим руководством делаем все сплоченно. То есть я сказал, мы выгружаем машины, расставляем, сейчас настраиваем свой быт, настраиваем места, где у нас будут места для подготовки мотоцикла. Когда ребята приедут после каждого гоночного дня, они поедут в гостиницу отдыхать, мы здесь будем уже находиться. Здесь постоянно будут жить 4 человека. Я, мой брат Семен Панарин и еще один. Покажи нам свой быт. Самое интересное. Пойдем. Пойдем, показывай нам все. 10 метров, условно говоря, получается такой зоны, где мы будем все это ремонтировать, все это делать. Это ремзона, вот это все, это ремзона, где вы будете вот так ремонтировать. Вот будут стоять вот на коврах, на таких. Как это красиво. И коврики, посмотрите, Avantis.ru. Слушайте, ну как приятно, ребята, какие же вы молодцы. Так, пока... Значит, приобрели мы столы, поставили столы, вот 3 в ряд. Столы импортные, ГДР? Чехословацкие. Чехословацкие. Да. Значит, столы, 3 стола, у нас как раз на них поместится, вот у нас снизу стоят запчасти, всякие принадлежности. Пойдем, покажем запчасти. Товарищ оператор, покажите нам, как здесь все устроено. Так, здесь у нас, значит, наклейки запасные на те элементы, которые могут сломаны быть. Там у нас батарейки запасные для навигаторов и остальная всякая мелочь для гонщиков, именно, которые им потребуется именно в этом самом. Значит, радиаторы запасные, вентиляторы там и так далее. Здесь горючие смазочные материалы. На БСЕ нет запчастей? Нет. Жаль. А то мы свой сломали и уже месяц купить не можем. Ребятчики, вы как-то там давайте суетитесь по этому вопросу. Так, здесь, значит, горючие смазочные материалы, 2 запасных подрамника. У вас, я так понимаю, организовывают, что касается горючки, Матюль. Да. Матюль, компания, которая поддержала парней. Команды. Давай, можно сказать пару слов спасибо, потому что я знаю, что парни действительно много делают для российского мотоспорта. Слушайте, Матюль нам очень много дала всех нужных нам материалов. Это и очистители всякие, и пропитки, и смазки, и масла, и антифризы высокотемпературные, которые как раз для наших 4-тактников нужны. Это, ну, очень круто, реально круто. Огромное спасибо Игорю, который с нами взаимодействует. Вот. Очень жаль, что они не успели передать нам наклейки, чтобы мы на графику наклеили вот Матюль. Ну, значит, ничего, уже все, сказали про них, и так им сейчас будет хорошо смотреть. Значит, здесь у нас, пожалуйста, запасные фары, траверсы. Покажи. Так. Вот фара запасная. Фары у вас тоже, по-моему, какие-то импортные. Нет, это китайские обычные фары. Вообще, говорят, что вас тоже поддержала компания. Как она называется? АВТ поддержала, АВТ Extreme. На мотоциклах, на всех, кроме 2 мотоциклах, которые мы просто не успели переоборудовать, стоят фары АВТ Extreme светодиодные в мягком корпусе. Именно в мягком. Для того, чтобы после падения невозможно было разломать крепление там, или еще что-то. Ребята специально для нас сделали эти мягкие корпусы. Давай про резину. На какой резине поедут гонщики? Что будет стоять внутри? Значит, внутри будут стоять тюблемусы. Резина будет у нас задняя стоять Midzeller Ультрасофт, Six Days или там Суперсофт какая-то, я не помню название, но очень мягкая, короче, резина Midzeller, которую именно посоветовали для этих видов грунтов, которые здесь находятся. Я предварительно советовался с ребятами, которые здесь гоняли, вот, и мы выбрали, вот, приобрели резину. Каким-то чудом нам удалось ее довести через Украину, потому что господа украинцы, они, наверное, хотели ее себе оставить, но удалось ее провести, и вот у нас как бы здесь своя резина. Ну, хотя ее можно и тут купить, в принципе. 2 компании здесь представляют, и сам Midzeller, и еще другая компания. Вот, они представляют, можно у них купить, но цена конь здесь, конечно. Во время соревнований очень дорого. Я тебе скажу больше. Вот эта бейсболка, которая сейчас на мне, вот, ребята, она стоит 5000 рублей. Я купил всякой фигни. Если сейчас моя жена услышит, она скажет, все, пи***ц тебе, на 62 тысячи рублей.
Ребята, знакомьтесь, это механики, ну и мотоцикл, ну и, собственно, сам Тедди Блазузик. Человек, который несколько раз уходил из большого хард-эндуро спорта. Человек, кстати, который научил на Эсберг Родео очень многих ездить и как надо ездить. Именно тогда взошла его звезда. Очень популярный гонщик в Польше и человек, который сейчас является официальным официальным гонщиком компании ГАЗ-ГАЗ. Да, это лицо вот той самой Святой Тройки. Давайте сейчас поздороваемся вместе с ним и передадим вам огромный привет, пожелаем ему удачи. Good bike. Yeah, really happy with the bike. Really happy. Bike Husqvarna, KTM, Yes. and GAZGAZ. Yes. Perfect GAZGAZ? Out of the three, no, they're all good bikes. You know, depends what you're looking for, but it's definitely a good bike. You know, it's a good combination of. It's a good option. One of the three options is Yes, it's yes. also really. It's definitely a good one. Convalve. Really good. I mean, you know, suspension. You know, the WP suspension been around for long enough to develop. You know, something Yes. really good. And setting-wise, you know, we are always on point because we have. You know, we do test a lot and we put it in all the time we need. So yeah, the bike is really ready to race. Окей. Good race. Thank you very much. Thanks. Bye. Не стали мучить долго Тедди, оставили его наедине с механиками, потому что знаем, что это очень важно в момент подготовки гонки не приставать. А шерка-то не мифическая, она существует, посмотрите, за моей спиной. А где-то всплакнул Лужин Александр, потому что эти ребята могут ездить, позволить себе на новых шерках. А Лужин Александр может позволить себе о них только рассказывать. Друзья, дело идет к вечеру, и мы наконец-таки добрались до шерки. Сейчас сзади меня мотоциклы, те самые мотоциклы Уэйн Янга и Марио Романа. Шерка, 22 год. Самое лучшее, что есть у французов, сейчас находится слева и справа от меня. Ребяточки, пойдемте с вами посмотрим на эти мотоциклы поближе и пообщаемся с вами, насколько же все-таки они хороши. Сейчас мы находимся прямо в заводской команде Шерка. Сзади меня вот здесь вот Марио Роман, а вот здесь, видимо, Уэйн Янг. Хотя, ну, есть такое понятие, что они вроде как вместе не очень там любят, чтобы у них был какой-то вместе вот команда. И поэтому они даже ездят на отдельных автобусах. Давайте посмотрим Марио мотоцикл. Значит, как обычно у него вот здесь вот установлено, друзья мои, видите, написано Марио Роман. Вот здесь установлена вот та самая лебедочка, которую он очень любит. Смотрите, какие грипсики, еще вот те старые на проволочке, никаких вот этих вот КТМовских историй здесь здесь нету. Это мотоцикл 22 года, значит, что я могу про него сказать? Немного изменен пластик. Когда я спрашивал у Лужина, что изменили в 22 году, он сказал мне так: знаешь, по-моему, просто пластик. Но я пошел дальше и немножко копнул, посмотрел, что он там в итоге-то правда изменили, а изменили настройки мотора и немножко поставили другую модель Каябы. Да, это так, действительно. Поэтому, вот смотрите, вот здесь вот прям вот все S3. У него вот здесь вот часики, он очень это дело любит, засечки. Ничего, в принципе, такого, что выделялось бы, знаете, как типа со стокового мотоцикла особо нет. Подвеска обычная, ну как обычная, подвеска Каяба. И перед и зад, видимо, она какая-то тюненная, судя по всему, ну потому что по-другому не может быть. Так, вероятно, да, Крапович, как обычно, они очень любят эту историю. А нет, вот посмотрите, Data Racing Suspension, здесь стоит немного другой задний амортизатор, вероятно. Значит, ручки, вот очень они любят вот так вот закатывать, чтобы это было очень, ну, так удобно. И вот фара, друзья, смотрите, какая фара. Значит, это популярная очень фара в Европе. Здесь никакой нету вот той самой истории, к которой мы с вами привыкли, мягкой, например, как это делается там в Маяк Лаб там или еще где-то. У них все это иначе выглядит. Значит, посмотрим, что у них с колесом. Да, видимо, здесь тоже стоит Tubeless Smooth. Они это очень сильно любят. А главное, посмотрите за тем, как здесь готовят все механики.
Это настоящая магия. Готовят мотоциклы. Смотрите, друзья, вот сейчас здесь механик как раз запечатывает мусс, кстати. Нифига не тюблес. Но у них много комплектов колес. Специально, да, он с дырочками, просверленный мусс. Ну, здесь один мусс на одну гонку, обычно так. Ну, здесь ничего такого нет. Вот, смотрите сами. Несколько резонаторов. Раз, два, три, четыре. Там вот у него питание. Он очень любит healthy food. Посмотри. Комплекты колес и все. Ну, велосипед. Вот у него этот самый шоссейник. Все, больше ничего нет. Это тот автобус, с которым он, собственно, и путешествует Марио Роман. Ребяточки, не забывайте подбодрить наш канал лайком. Мы очень сильно стараемся, показываем вам настоящий бэкстейдж, чтобы вы, сидя у себя дома, тоже немножко участвовали в Red Bull Romanix. Red Bull Romanix 2021 год. С вами канал Севендура, Павел, Кирилл. Не забывайте про лайки, комментарии. Мы продолжаем. Команда Avantis, нам известно, Андрюха и Ити, Эндуро дворы, правильно? Андрюх, расскажи, пожалуйста, что по регламенту нужно взять с собой в гонку на Романьяк, что должно быть в рюкзаке? Можешь показать, рассказывать, давай. По регламенту, как нам описал регламент Румынии, и как было указано при регистрации, мы берем, ну, соответственно, сам рюкзак, потом термоодеяло, чтобы можно было, если вдруг мы там где-то ночью или днем застрянем, останемся там на ночь, чтобы не умерли от холода. Термоодеяло. Свечной ключ, может быть, разного вида. Это охотничий, что там, блядь? Это ракетница, да, по-моему? Но насколько я помню, здесь должно быть... 6 или 8. Ну, по регламенту 6 по-моему, выстрелов. 5 выстрелов. Но они немножко здесь выглядят по-другому, поэтому они думают, что это, ну, типа, как автомат Калашников на несколько десятков выстрелов. Что будет стрелять. В общем, такая небольшая хитрость чтобы русская. подать сигнал о своем бедствии, там, звуковой, либо может отпугнуть живот. А говорят, да, что, возможно, вы же там будете ночевать в горах, сами, в палатках, и вдруг, если придет медведь, а медведи здесь есть, чтобы можно было его таким образом отпугнуть. Ну, надеюсь, не пригодится, но... Дальше обязательно фонарик, само собой разумеющийся. Свечка запасная, естественно, да. Набор батареек. Это для чего? Для навигатора? Скорее всего, для навигатора, если вдруг сядет, и вообще просто батарейки. Зеркальце. Зеркальце объясни для чего? Смотреться? Допустим, то есть, когда... Либо посмотреться, пока нечего делать, мало там, ли что-то, лежишь, да, либо подать сигнал людям, спасателям, либо вертолету, ну то есть солнечный зайчик. Когда закончились патроны у ракетницы, слепим медведя, зайчиками. Отлично. Так. Компас. Ты умеешь им пользоваться? Давай по-честному. Север, юг, восток и запад. Ну, сможешь по из компасу армии, выйти из леса? Да, разберусь. То есть, Отлично. ориентировочно, если ты примерно знаешь, откуда стартовал, сколько раз куда поворачивал, то горы залезли на самое высокое дерево, либо на самое... Ну все, мы тогда за тебя спокойны, компас у тебя с собой. Спички по регламенту просили зажигалки, но никто не сказал типа против, просто спички. И спички, они думали, что это может быть русская зажигалка. Свисток, чтобы вызывать на помощь, вдруг там осип, но можешь дышать, можно свистнуть. Так, ага. И еще одно зеркальце. Запасное, вдруг это запасное разобьется, лишнее, да. Ну и я понял. дополнительно уже по своему усмотрению, то есть там стропу, если нужно будет вытаскивать. Я, допустим, куртку взял ветровода, ну, набор гелей, питание. Так, всё. а еще набор инструмента вроде бы как должен быть в регламенте. Набор инструмента мы еще согласуем завтра точно, что нужно взять каждую гоночку, чтобы было минимум веса и максимум КПД от этого инструмента. То есть какие-то важные узлы, что можно было на месте перебрать. И, соответственно, навигаторы. Навигаторы, да, мы сдали, нам выдают на старте. У тебя 2 навигатора? Или Два, один? да, 2. Нам выдали 2. Компания Avantis. А ты уже ездил по ним? Ты уже протестировал? В Геленджике ездили, да, нам поэтому 2 и дали, один показывает там расстояние с высоты 150 метров, другой поближе, кому как удобно, там 30-50. Все понятно, Андрюх, спасибо, желаем тебе удачи. Вот, ребят, значит, вот такой набор, еще раз, вот это все нужно поместить в рюкзак, плюс питание, плюс набор инструментов, плюс 2 навигатора. Но навигаторы крепятся на руль, питание
тоже у ребят есть лайфхаки, они крепят в основном их тоже на руль или кто-то на вилку крепит. А инструменты убирают в фильтр-бокс, хотя в данном случае, наверное, в Авантисах фильтр-бокс. Мы крепим на радиаторы лапки тормоза переднего, рычаги и лапки переключения передач на всякий случай на стяжки крепим, чтобы Запасные. Да, и в принципе все. Да, дальше все по желанию гонщика. То есть вода обязательно в гидраторе, кто-то 2 везет с водой, с изотоником, и в принципе, наверное, на этом пока все. Ты, кстати, какую воду наливаешь в гидр? Всегда ездил с водой, с обычной, она мне помогала. Думаю, попробую на завтра на прологе изотоник, ну, чтобы не рисковать на гонке, потому что изотоник такая вещь, она может дать тебе 30 минут хорошей езды, а потом погаснешь, ну, морально, физически, и высосет из тебя все силы. Завтра попробую и буду думать, как ехать остальные дни. Ну, Виктор Шпалов нам дал несколько советов, какие улучшатели принимать. Поделись. Хорошее настроение, крепкий сон, здоровое питание. Ну и, наверное, поддержка от семьи перед стартом. Это позвонить, послушать. Все пацаны, напутствие. все дворы поддерживают всю наше движение, команду все в эндуро. Мы вообще от всех дворов благодарим за ваши вот это вот подгон с брейсами, со всеми вот этими движухой. Очень сильная поддержка. Все чувствуют, все благодарят. Через меня вам огромный респект. Спасибо, Андрюха, еще раз. Удачи на гонке. Еще одно открытие Red Bull Romanix 2021 года – это участие Пола Тараса на мотоцикле Yamaha Tenere 700. Да, мы не сомневаемся ни на секунду в возможностях Пола Тараса, но все-таки это тяжелый мотоцикл для такого легкого эндуро. Он заявился сюда на Романьяк в класс бронза. Друзья, это действительно очень серьезный вызов. Это непросто. И, наверное, все-таки об этом нужно говорить. Это прям тот самый мотик, на котором он поедет. Давайте сейчас вместе с вами его посмотрим, потому что, значит, мы понимаем, что все-таки бронза класс. Здесь стоит, видимо, это камера или мус? Мус. Здесь стоит мус, парни. Значит, я не представляю, как он проедет класс бронзы Румынии, но мы все, по крайней мере, видели, что он творит в Инстаграм, и будем надеяться на то, что ему хватит сил и мужества проехать такие большие и серьезные испытания. Будем освещать, показывать. Спасибо вам большое, парни, что вы смотрите канал Севендуро. Действительно, очень интересный проект, очень интересный год 2021 что касается Румынии и вызовов. Едем мы все на резине. Спереди у нас должно быть Mitus C19 стоять. Зеленая полосочка стоит. Сзади у нас будет стоять Midzeller Superlight. Мягкая достаточно резина, но вполне терпеливая. То есть я видел, ребята на ней катались, в принципе, вполне живучая. Мус, тюблес, тюблемус, что там? Тюблемус стоит сзади, и спереди стоит мус. Вот. Плюс у нас стоят такие доработки, как у нас стоит 2 вентилятора, причем они стоят в металлических корпусах, в алюминиевых, тюнингованных, потому что есть проблемы. При температуре бывает, что их сворачивает корпус и ломает пропеллеры. Причем один у нас вентилятор работает принудительно, а один у нас вентилятор работает от датчика. Вот. Естественно, радиатор в защите вармовской обязательно находится. Здесь я прицепил на всякий случай себе ножку КПП, лапку. На случай, если вдруг отломаешь, чтобы была запасная. Вот. Защита рук, все стандартно. По грифцам все стандартно. Ручки не ломайте, поэтому ручки мы не берем. Обычно я ручки с собой вожу, но с данными ручками не имеет смысла их возить. Да, ребят, действительно, с ними очень удобно. У меня такая же система, я ее действительно юзал. И я даже езжу без вот этих вот гард. При падении, если вдруг мотоцикл уронил, положил, ручка уходит просто вверх. Либо вверх, либо вниз, либо в бок. В общем, не ломается. И остается целый. Ты поднял мотоцикл, поправил ее на место и поехал дальше. Поехал дальше, да. Плюс еще маленькую доработку нам перед уже выездом, на новых баках сделали. У нас здесь есть такая штука, внутри там пластиковый штуцер торчит. Нам поставили здесь защиты
Мы их чуть-чуть допилили самостоятельно, они у нас торчали, мы решили убрать для того, чтобы не цеплялось ничем, но при этом осталось закрыто. Ну и плюс более безопасно. Это как раз та самая деталь, которую ребята утром дорабатывали 3 сертифицированными специалистами с помощью болгарки. Все верно, допиливали. Естественно, у нас защита двигателя стоит, здесь пластиковая тоже накладочка стоит, здесь стоит защита ведущей цепи. Вот, тоже на самом деле нужная штука. Во-первых, грязь не забивается, как все стандартные. Ну и плюс при слетании цепи она не бьет мотор, не ломает. Потому что у меня недавно была проблема. Из-за того, что летела цепь, я поколотил достаточно сильно мотор. Вот, пеги у нас S3. Как у Марио Романа. Мы сейчас ходили к нему, смотрели на шерке. Точно такие же пеги S3 стоят. Да, очень клевые. С очень острым зацепом. Да, очень удобно ставить. Еще сегодня мы поменяли крышки сцепления. Смотрите, крышки именные, на них написано Романьякс. Прямо вот, я не знаю, как это делается, с помощью литья или какой-то фрезеровки, но выглядит это достаточно... Да, причем у нас сегодня круто. были некоторые товарищи, которые их стучали об железки. Специально. Что, хочешь сказать, проводили тест? Проводили тест, да. Получилось разбить? Получилось не разбить. Получилось разбить, получилось не разбить. Мы, прежде чем их поставить, мы их колотили вначале. Молодцы. Это серьезно. Если посмотреть, увидишь, у кого будет поцарапанное, кто колотил. Слушай, ну это было опасно. Может быть, он доколотил до такого состояния, что ее сейчас чуть тронет, она разобьется. Я думаю, что нет. Ну, надеюсь, что нет. Надеюсь, Да. что Кто нет, это да. делает? Это делает Артем Кунцевич. Там же вот написано Бульба Рейсинг. Да. Сразу должно быть понятно, что это белорусы, наши друзья. И так как вы их колотили, они точно не из картошки. Ну, естественно. Пока живые. Огромное количество компаний, которые приезжают на Red Bull Romanix, некоторые новые, некоторые старые. Компания X-Grip. Это парни, которые помимо рейс-ассистентов, то есть тех людей, которые помогают вам в том, чтобы вы проехали Романьяк, еще делают тюнинг и настройку мотоциклов. Смотрите, парни, как здесь интересно, они предложили такое решение. Это Тюблимус. Вообще, это компания, которая делает еще резину, чтобы не было там никаких понятий, но так или иначе. Тюблимус сразу, то есть не нужно резать мусс. Что это? Давайте заново. Значит, что для этого вообще, что это такое? Это тюблес и наполовину разрезанный мусс. Все это на наши деньги сейчас стоит, получается, 16 тысяч рублей, 16-17, что является дешевле покупки того и того отдельно. И как бы уже все готово. То есть просто собрал и поехал. Прибыл еще один участник. Вечереет. Время уже 20 часов вечера. И это участник команды Zoom. Тот, за кого Володя Браун переживал утром, как же он доберется. У него случилась очень большая неприятность. На въезде в Румынию, как только въехал, сломалась машина. По всем признакам это прогорел поршень. И вот сейчас, видимо, на нанятой машине местной перегрузили мотоциклы и добрались до этого места. Дима достаточно много натерпелся, долго проходил границу. Я знаю, мы были на связи, мы общались, кто как проходит границу. Вообще, это вот такое вот объединение российских райдеров, которые все ехали сюда и сталкивались с какими-то проблемами на границе. Все их обсуждали в чатах, по телефону и делились какими-то своими наблюдениями, опытом, как избежать тех или иных проблем. Поэтому, таким образом мы помогали друг другу. Сейчас Дима в спешном порядке разгружает. Вот у него уже целый такой вот, получается, большой лагерь из запчастей и из каких-то личных вещей, экипировки. Нужно срочно, быстренько разгрузить машину и отпустить ее. Как только они закончат, мы поговорим с Димой, успел ли он зарегистрироваться и вообще, насколько он готов. Дим, давай сходу. Ты успел зарегистрироваться? Конечно. Серьезно? Покажи свою регистрацию. Смотрите, что творится. Баян. Дмитрий Давидовский, 666 номер. С Дракулой вместе гоняем. Дим, ты, наверное, сложнее всего добирался на этот Романьяк. Скажи, ты сохранил в себе моральные силы прежде всего? Знаешь, чем сложнее было сюда доехать, тем больше мыслей было, зачем я сюда еду. И так как дорога все-таки сложилась,
Мы все-таки доехали, нашлись пути решения, образовались люди ниоткуда буквально, которые нам помогали. Мы доехали, мы здесь, значит, гонка будет охрененной. Номер тому доказательство. Да, ты уже зарегистрировался, ты уже на месте, ты завтра стартуешь на пролог. Как ты подготовил мотоцикл? Давай 3 слова. Я понимаю, что ты устал и хочется отдыхать, но буквально вот 1 минута. Какую ты резину выбрал? На чем ты едешь? Я еду 2 дня на Мишлене, 2 дня на Митосе. Какой Мишлен, какой Митос? Мишлен Экстрем, Супер Софт и Митос такой же с 2 полосками, самый мягкий. Почему такой выбор? Почему 2 дня такого, 2 дня такого? Потому что у меня только одна покрышка Мишлена, я бы ехал на Митосе. На Мишлен, к сожалению, дефицитная резина, но она отлично работает, мне очень понравилась она в других гонках. Что поставил в колеса? Мусс, тублес? Тублемусс. Тублемуссы. Понимаешь, на каком давлении поедешь? 0,2-0,3, в зависимости от трека. Трек, говорят, будет сложный. Ты видел, что Артем Кунцевич, Олег Бибиков едут в бронзе? Дмитрий Тагиров едет в бронзе. Это только из российских участников. Тенденция к понижению классов пошла. Да, но ребята говорят, мы не хотим больше страдать и мучиться, хотят кайфовать. Я по такой же схеме выбрал Iron, чтобы проехать с удовольствием, кайфануть от этой гонки, ради чего я сюда и ехал. Ну что ж, друзья, дело подходит к вечеру, и нам действительно пора уже садиться за монтаж, чтобы быстренько выпустить вам эту первую серию Red Bull Romanix глазами все в эндуро. Да, мы сегодня мало спали, много работали специально для того, чтобы вы увидели и прочувствовали эту атмосферу, что здесь происходит в паддоке, какие гонщики, какие мотоциклы, какие люди на Red Bull Romanix 2021 года. Мы будем стараться делать видео вам почаще для того, чтобы вы прочувствовали все, что здесь происходит. Ребяточки, не забывайте про лайки, комментарии. Вы наш мостик с домом. Вам огромное спасибо. Вы были на канале Все в Эндуро. Ждите 2-ю серию. Пока.